Еще раз всех приветствую. Рад вас всех видеть. Сегодня у нас новостной эфир. Отчет о проделанной работе, новости и планы. Начнем с S-Trade. Версия для рынка Казахстана. Закончили все доработки по технической части. Все протестировали. Все готово для получения местной лицензии. Бизнес-план и все остальные составляющие также готовы. Финальная стадия осталась демонстрация продукта. Также параллельно выполнено множество технических обновлений, чтобы в будущем легче масштабировать платформу. Поэтому на данный момент возвращаемся в активную фазу по функциям торговых роботов, копированию сделок. Параллельно сейчас будет проходить этап демонстрации и получения местной лицензии. Вот. Также в связи с обновлением в целом платформы немножко будет нужно доработать и функции, которые там практически были уже опубликованы про этих роботов и сделок. Поэтому немножко нужно будет их обновить, протестировать, и тоже в скором времени будут запущены. Вслед за ними добавление фьючерсов и возможность использования этих фьючерсов в тех же роботах и копирование сделок. Приложение в Play Market многие по S-Trade уже пользуются. Web Store занял немножко больше времени, потому что поступил запрос на предоставление разрешения деятельности по ряду стран. Это уже было предоставлено, и в ближайшее время ожидаем появления в Web Store мобильного приложения S-Trade. Пополнение с карт фиатных. Подготовили удобный функционал агрегации платежных сервисов, чтобы легко добавлять максимально удобных провайдеров для соответствующих клиентов по миру. То есть, условно говоря, там, для клиентов из Бразилии бразильские провайдеры и тому подобное и так дальше, чтобы всем было максимально комфортно по максимально низким комиссиям. Далее, по выданным кредитным картам для партнеров 15% плюс, что дальше после тестирования будет доступно каждому. Была создана группа из желающих помочь в тестировании. Тем, кто принимает участие, спасибо. Глобально за 1,5 месяца итог следующий. Положительные отзывы в функциональной части, то есть в плане применения, это удобно. Но есть некоторые сложности с регистрацией, поэтому на данный момент в процессе облегченная форма регистрации, устранение ошибок и дополнительно еще подключение одного провайдера. Новый провайдер даст более широкий набор возможностей, более легкую форму регистрации и доступ к картам. По S-Wallet был сделан первый шаг к DEX. Можно поздравить вас, что теперь вы можете иметь доступ к своим активам независимо от интерфейса. Решили это делать последовательно, чтобы не ожидали какое-то большое времени полностью DEX-версии, поэтому постепенно, небольшими обновлениями соберем полноценный DEX. Постепенно с каждым неделей, наверное, 2-4, каждая будет добавляться функционал. Будет полноценная DEX-версия. Первый шаг уже сделан. Теперь, что касается обратной конвертации. Вот. Была проделана просто титаническая работа финансовым отделом, чтобы доукомплектовать до соответствия оставленные заявки, чтобы была возможность их идентифицировать. Глобально по обратной конвертации, к большому сожалению, около пару процентов людей заполнили полноценно и правильно форму. За всеми остальными ребята с финансового отдела дозаполняли, им это было сделать намного сложнее, потому что они не знают, чем вы пользуетесь, как вы пользуетесь и так далее. Вот. Но в целом процесс движется, я думаю, что многие уже дали обратную связь по обратной конвертации, и тем, у кого это еще не произошло, чтобы тоже не переживали, свяжутся ребята из поддержки, помогут максимально правильно заполнить форму и все конвертировать. Так, по S-брокеру, собственному решению, брокеру, чтобы не иметь внешних зависимостей. Доработали базовую версию, тестируем процессы юридического оформления. Бэк-офис.
реализовано. Добавили гибкую возможность покупки подписки. Стала доступна оплата подписки за валюту SGCT. Добавили возможность сохранить часть месячных поступлений в виде процента торгового дохода. Расширили возможность направления скрипта. Добавили новую валютную пару SVP-SVCT. Выплата дохода совершается в STD. Думаю, что многие заметили тоже изменения в системе нотификации уведомлений. Для ускорения отправки писем сделали отдельные сервера. Для оптимизации отображения дохода сгруппировали основные финансовые операции в одно письмо. Также реализовали первый этап раздачи токенов по DAO. Были собраны почты. Реализовали обновление маркетинговой кампании, добавили максимальный уровень партнера 17%. Для повышения прибыли и оптимизации управления активами добавили объединение депозитов в SForex Prime. В целом улучшали работу системы, улучшили коммуникацию с партнерами путем оптимизации и предоставления новых инструментов для решения запросов от партнеров. Также занимались оптимизацией интерфейса внешнего для большего удобства пользователей. Так, теперь что касается SForex. Что касается аудита, на сегодняшний день мы имеем продвижение в экспертизе уже более чем на 50%. Процесс уже идет намного быстрее. Почему? Потому что от момента появления ситуации до сегодняшнего дня, помимо прохождения каких-то базовых этапов, которые еще были до экспертизы, то уже была выработана и настроена коммуникация, чтобы проходить ее максимально быстро. Есть официальная процедура, которая имеет этапы, по которым шаг за шагом мы продвигаемся к решению сложившейся ситуации. Реалии в том, что если не учитывать, почему ситуация произошла, а учесть только человеческий фактор, то в ходе экспертизы необходимо подтверждать, аргументировать множество событий, действий, транзакций, всего, чего запросят. Для этого по каждому запросу собираются, предоставляются данные, которые в свою очередь далее обрабатываются, подтверждаются, документируются группой экспертов, после чего еще проводится комиссия. И во всем этом обязательно необходимо учитывать официальную бюрократию и скорость работы сотрудников на госдолжностях. Вся коммуникация происходит в максимально аккуратном, в официальном формате, чтобы не было обвинений в попытках влияния или давления на процесс. По поводу отображения, даже частично тех заключений, которые уже имеются, там ФИО экспертов, с ними отображать запрещено, отображать без их ФИО, не имеет смысла, не будет понимания, что это за документы и зачем они отображаются. В том числе из хороших новостей, что на данный момент ничего. Так, одну секунду. Так что на данный момент ничего, в чем компанию подозревают из более половины обработанных данных, ничего не подтвердилось. И нет предпосылок ожидать, что будет какой-то другой результат. Так. О запросах перевода в публичную плоскость этого процесса. Он и так в публичной плоскости максимально, настолько это возможно, в формате реестров и документации правоохранительных органов. Касательно комментариев и мыслей по этому процессу, достаточно каждому вспомнить, каким образом все это развивалось, о том, что все это запланированная недоброжелателями акция, где был выделен ресурс. Я думаю, что выделяется и сейчас. И это очевидно, как минимум в виде заранее купленных некоторых СМИ. Я думаю, что очевидно было по дате публикации данных, когда СМИ получали данные быстрее, чем они вообще выходили в реестрах. То есть это все очевидно, выделенные ресурсы. Продажные блогеры с фейковой информацией, таким никто бесплатно не занимается.
Также то, что внимание по обвинению финансовой помощи государством упало на относительно начинающую и маленькую в масштабах компанию, учитывая публичную позицию о нейтралитете, тоже вызывает вопросы. Не самый очевидный спонсор политических конфликтов. Вот. Но, несмотря на проплаченные провокации, проплаченных манипуляторов, которые умудряются убедить в абсурдных версиях людей и замедлить тем самым процесс, а, когда достаточно просто для проверки, блокировки посмотреть производство в реестре, я думаю, только ленивый уже это не сделал вот, за это время, то даже несмотря на все это, мы не дадим обвинить компанию в том, чего не делали. Как бы придирчиво, какие бы ресурсы не использовались, и какое бы предвзятое отношение не было бы, и даже если это будет приходить какой-то абсурд с непонятными подозрениями для затягивания процесса со стороны недоброжелателей, то мы к этому подготовлены, продуманы альтернативные способы борьбы с подобным, будем по уже полученным заключениям, по уже проделанной работе бороться за частичные разблокировки. Вот. И в любом случае отстаивать свою позицию. Компания готова отстаивать свою правоту на любом уровне с помощью экспертиз внутри страны, на международном уровне, на любом. И докажем ее. Возможно, не всегда так быстро, как хочется, но те, кто с компанией на протяжении 4 лет, знают, что возможно не всегда в сроки, но все, что было заявлено, все выполнялось. Так, S-Pharmaceutical. Первый, не вертикальные. Дивиденды выплачены. Опция оцифровки каннабиса первого пула будет реализована в течение следующего месяца. Всем, кто участвовал в первом пуле, смогут оцифровать свои активы и использовать их в формате, как это сейчас получили люди, участвующие в вертикальной интеграции. То есть это даст возможность получения выплат в стейблкоине на свои DEX-адреса. Также это уберет необходимость процедуры юридического переоформления своих активов. Можно будет просто переслать токены покупателю и таким образом намного легче их реализовать. Далее. Функционал будет добавлен в кабинеты. Необходимо будет согласиться с переходом в цифровой формат, создать DEX-адрес и указать его. S-Pharmaceutical вертикальная интеграция. Вот. Хочется поздравить всех не просто с начислением токенов, хочется поздравить с огромной проделанной работой по этому направлению. Возможно, за кадром это не так очевидно, не так это сильно видно, но я надеюсь, что все понимают, насколько это сложное направление во всех его смыслах, и в плане оформления, и в плане конфигурации, и подбора команды, и подбора оборудования, и реализации на рынке, и тому подобное, и так далее. Инновационный формат, который вплоть до сегодня не имеет аналогов. Успешно зарегистрированная юридическая группа компаний, имеется в виду компания по каждому из предприятий, плюс DAO-компания. Компания экспертов, которая воплотила в реальность производство по выращиванию и экстракции по всем самым современным и высоким стандартам и, наиболее важное, по показателям эффективности продукции с эксклюзивными формулами. На данный момент по этому направлению продукция уже прошла лабораторные испытания. Сейчас в процессе выдаются сертификации на продукцию. Далее согласование, подписание договоров с дистрибьюторами и старт большой истории. Старт большой истории, потому что это первый на рынке реализованный реальный бизнес в таком формате. Не говоря уже о его возможностях, масштабированиях и перспективах. Также в скором времени будут добавлены валютные пары с токенами на S-Trade по каждому из направлений. Вот. То же самое будет добавлено по первому S-Pharmaceutical в том числе. Вот. Так что на сегодняшний день
новости такие. Делаем максимально возможное все, что в наших силах, ежедневно, чтобы как можно больше дать возможностей и в том числе решить сложившуюся ситуацию. Поэтому спасибо и до встречи.